Привет, путешественники! Всем привет! Ну что, это очередной выпуск Пикар Travel Show, а значит, пятерка новых отелей уже на подходе. Мы продолжаем наше путешествие по Куала-Лумпуру и, может быть, его уже завершим, потому что следующий список я не составил. Redstone Boutique Отель Куала-Лумпур, Majestic Residence KLCC, Living at the Sulaiman Отель, Swing and Pillows Chalky Road и Asta Отель. А по традиции, в начале мы поздравим нашего победителя, который выиграл 2 прохода в бизнес-зал. Хотите точно так же? Обязательно пишите комментарий, и, может быть, именно вы в следующем видео станете победителем. А в нашем телеграм-канале вы узнаете, где можно выспаться. Ну что, полетели! И начинаем мы сегодняшний выпуск с Redstone Отель Бутик Куала-Лумпур. Ну, отель Redstone, красный камень, в принципе, все логично. Внутри кирпичи. Ну, такой, да, отель Love Style, очень в местной локации, и вокруг очень много местных, так что будете прямо в гуще событий. Отель такой музей, там представлены образцы окон и дверей старых, и было очень интересно знакомиться с местным дизайном, архитектурой, культурой. Реально, номера разные, есть семейные побольше, есть обычные небольшие, то есть вариантов много, вроде как все с окнами, без окон что-то я не помню. Но вид каких-то хороших, каких-то не очень, поэтому выбирайте, если будете долгое время проводить, то лучше брать, конечно же, чуть подороже, но с хорошим видом на город. На крышу можно подняться, там есть небольшая площадка, где можно посидеть, выпить кофе, еще что-то. Ну, если вы, конечно, принесете. Завтраков в отеле нету, интернет, в принципе, ловил нормально, постельная чистая, дизайн, ну, такой интересный. Туалет, ванная комната довольно простая, поэтому, не знаю, шкафы прям как кладовку открываешь, вот, которая в садах, огородах бывает. Сарай, да. Вот в таком стиле. Ну ничего, прикольненько. На самом деле, может быть, 1-2 ночи переночевать неплохо. Да, отель Сарай ставлю 9 баллов. Ну, Сарай это Сарай. Не соглашусь, я поставлю 8. На 9 отель не очень, на мой взгляд, тянет, но если что-то новое придумают, интересные завтраки добавят, ну, может быть, и лучше будет. А мы перемещаемся в Majestic Residence. Это абсолютно новые апарты, построенные недалеко, кстати, от предыдущего отеля и совсем рядом с торговым центром, где, как говорили и писали в нашем телеграме, мы ходим есть. Прекрасный Неслимак по отличной цене. Что можно сказать про само проживание? Мы жили в 2 номерах у 2 разных управляющих компаний. Мы их объединили в один выпуск, об одно видео, потому что особой разницы нету. Да, дизайн немножко отличается, но стиральной машины не было во втором. Ну, ты можешь стиральный взять, можешь без стиральной, то есть как забронируете. Но в плане комплекс 1, поэтому разбивать что-то как-то смысла не было. Все новое, все свежее. В одном номере в первом мы вообще жили самые первые, поэтому было очень приятно. Есть сауна, которая работает, и это прям хорошо. Не очень, конечно, греет, но нормально. На улице не было холодно, поэтому греться особо и не хотели, но протестили. Бассейн с отличным видом, город осматривается, ты плаваешь хорошо, бассейн большой, кстати, так что позаплывать можно. А в первом номере мы не то что жили первые, мы жили одни на этаже, потому что во всех остальных комнатах шел ремонт. Шум молотков, дрели с 8 утра и до 6 вечера вам обеспечен. Ну, я думаю, уже не обеспечен, потому что мы жили сколько, месяцок назад, а за это время уже все отремонтировали. Там как раз завозили технику, что-то где-то доделали, какие-то места, поэтому, думаю, уже сейчас будет все нормально. Да. Рядом находится торговый центр, где наш Неслимак любимые вкусные. И, в принципе, удобное расположение также дойти до монорельса и станции метро. Буквально 10-15 минут. По самому комплексу есть отличный спортзал. Небольшой, но, в принципе, все тренажеры есть. Есть небольшая игровая зона, где есть бильярд, футбол. Настольный коворкинг есть, тоже можно позаниматься. И такая руфтоп-площадка, где можно тоже посидеть вечером, полюбоваться видом, попить кофе или другие напитки. Да, здесь я ставлю 9 баллов, мне прям все понравилось. Вот здесь я с тобой соглашусь за свою цену, отличный вариант. И мне кажется, в Куала-Лумпуре даже иногда выгоднее брать все-таки апарты по цене. Смотря такие, ну, есть старые такие. Да, в данном случае хорошо, все новое, все свежее, есть кухня, есть стиралка, постирались, приготовили что-то прям нормально.
9 баллов. И перемещаемся мы в Living at the Sulaiman Отель. И здесь можно сказать следующее. Все новое, все свежее, после недавнего ремонта, поэтому все отремонтировано. Постельная чистая, номер чистый, полотенца чистые, спортзала нет, бассейна нет, но есть небольшая комната в лобби, где можно попить кофе бесплатный, чай. Просыпаешься ночью, идешь есть печенье. Ну, Влад, у тебя в любое время можешь проснуться ночью и есть печенье. Хоть бесплатно, хоть не бесплатно, пойдет в 7-Eleven и купит печенье. Поэтому кто говорит во сне, то ест во сне. Два варианта Влада. Рот не закрывай. Рот закрывается, да. Поэтому... Ну и здесь вроде спал смирно. Сколько поставил? 8 баллов. А я здесь поставлю 9, не знаю, мне понравилось, особенно печеньки бесплатные, которые можно ходить и есть кому-то по ночам. Продолжаем. Перемещаемся мы в Swing and Pillows, уже Чоуки. Это очередной новый отель, открывшийся, мне кажется, чуть ли не одни из первых, которые туда заехали. Они на 3-й или 4-й день заехали после открытия. Поэтому все заценили. Здесь, опять же, при нас вешали шторы, чтобы было нам темно в номере, а так вообще было без них. Выписку отеля. Ну, выписку вообще пипец какой. Просто ужас, когда 4... Нет, они не 4, они начали в 2 ночи сверлить стены прям вот где мы жили и устанавливать вывеску. Ну, это прям пипец какой-то. Потом в 4 марафон начался. Ну, ладно, они более-менее тихо бегали. Марафон вообще очень тихо. Я так удивился. Я пошел прогуляться. Какая тишина. Я бегу. Тут же нету бесплатного печенья. Нету. Поэтому пошел за платы. Еще дошаманят, потому что, в принципе, крупная компания, вот эта управляющая, должно быть нормально. Но тоже у них отели разные. Самый первый отель, мы просто выехали оттуда. Здесь уже другие нормальные. Ну, я здесь поставлю пока 7, ну, так. Я 6 баллов ставлю, никакой шумоизоляции. Да, это верно. Вот, поэтому 6 баллов. Там даже внутренний номер, который был без окна, было шумно. Точно. Поэтому я тоже за 6 спущу. Надо что-то с окнами и шумоизоляцией сделать. И завершаем мы выпуск Аста отель Куала-Лумпур. Ну, тут отель только сменил название, новый апгрейд, как и предыдущий. И тут отель владельца сменил, но уже все более-менее приятно. Но номера разной категории, разного класса, какие-то без ремонта, еще какие-то уже с ремонтом. Естественно, рекомендую заселяться в свежие номера, хотя нам не повезло, и мы жили в стареньком номере. А вот новые прям тоже чисто, хорошо, приятно находиться, ковролин на полу. Да, отель как раз находится в процессе реновации, нас предупреждали, когда мы заселялись, говорили, ой-ой-ой, мы еще не готовы, ай-яй-яй. И, ну, в принципе, да, достойный такой вариант. Есть спортзал, можно позаниматься спортом. Был завтрак такой минималистичный, но, в принципе, наелся. Ну, вот, наелся, это уже хорошо. Ну да, мне сыр особо, ну, есть и есть. Ну, здесь сыра не было, кстати, поэтому... Здесь был арбуз, тоскан. Арбуз, кстати, вкусный. Мне дошел не так часто. Главное, чтобы был хлеб и арбуз. Хлеб на арбуз кладешь, наоборот, арбуз на хлеб. И бутерброд по-владовски. Я так никогда еще не пробовал, но говорят, что вкусно. Вот все, кто ели, ну, хлеб с арбузом. А Влад обязательно сделает этот сэндвич и покажет вам в телеграм-канале, поэтому заходите туда и оцените. Сколько ставишь? 8 баллов я поставлю, мне здесь все не понравилось. Ой, понравилось, но не все. Извините. Не знаю, мне понравилось, и я бы здесь 9. Но именно заселяйтесь только в новые номера после ремонта. Да. Топ-5 отелей Куала-Лумпура в этом выпуске. На первом месте Majestic Residence KLCC. На втором месте Redstone Boutique отель Куала-Лумпур. На третьем Living at the Sulaiman отель. На четвертом Аста отель и на пятом Swing and Pillows. Но я немножко поменяю, мне не очень так. Я в Majestic соглашусь с первого места, потом я бы поставил, скорее всего, Аста, потому что ремонт уже идет, в процессе номера все будут свежие и красивые. Также есть там спортзал и есть завтраки, это хорошо. Потом я поставлю Living на 3-е место, Redstone и Swing and Pillows. А как ты поедешь в нашу недельку? А я поеду, как мы ехали. Redstone, Majestic, Living at the Sulaiman, Swing and Pillows и Аста отель. Ну, в принципе, да. То есть они находятся в одной локации, можете их чередовать по-разному, особой
разницы как бы не заметите. Так и есть. Единственное, наверное, только брать в начале, в конце рядом с метро, чтобы можно было доехать удобней. Напоминаю, что отели мы бронируем на нашем сайте и в нашем приложении. А в нашем телеграм-канале вы узнаете о наших путешествиях. И напоминаю, что 3 января мы разыграем проживание в отеле. Чем больше бронирований через наши реферальные ссылки, либо в нашем приложении, на нашем сайте, тем больше шансов выиграть проживание. А также вы можете стать нашим агентом и снимать для нас обзоры отелей и получать вознаграждение. Подробности на сайте. Ну что, увидимся. Обязательно. Уже на следующей неделе. Пока-пока. Пока.